Эй, меня зовут Артем, вы на канале Багелито. Сегодня мы будем проходить новую игру, легендарную. Называется Assassin's Creed, поэтому всем приятного аппетита. А мы начинаем. Не проходил ни одной игры, поэтому будет для меня в новинку. Вот. Поехали. Так, если будет громко, ну, скорее всего, я сделаю потише. Потому что звучок-то... Нажимаем на Артема. Я тестил. Так. Можно мне звук? Звук. Где у вас звук? Сейчас я вот так вот сделаю. Все, я знаю как. Так. Так вот на 80% ставим. Даже можно 90%. Все. Чтобы не так слишком громко было. Да, хочу новую игру. Так, удерживайте кнопку 1 Space. Ага, это можно типа вот так типа скрытно ходить, наверное. Захват и бросок. Ага. У нас проблема. Хождение. Я не могу Использовать... закрепить его память. Слишком Везде, сильная да. психотравма. Он отторгает процедуры. Начинай откат. Дезмонд, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Ты чё, Первый раз. Иди-ка всегда сюда, ну. Мы теряем его. Побежал. Достаточно, мисс Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Блин, слишком звонко этой. Можно я вот так тебя понижу? Ну, хоть я еще понижал. Громкость музыки на 6. Громкость голосов. Вот, громкость звука. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Ну, вот это вот уже хорошо. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. А субтитры есть? Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас. Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми! Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы и что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время.
Вы безумны. Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Ладно, послушаем его. Мудрое решение. Ого. Где я? Вы внутри анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Прикольно. Что ж, придется заняться его образованием. Что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как Прикольно. и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. А анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Давай. О, прикольно. Внимание! Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Чтобы осторожно толк. Эй.
Ясно. Буду долго это проходить. Это обучение. Ну давай, ну. Ну я же жму эту кнопку. Окей. Так. Давай вот эту кнопку попробуем. Удерживать. Окей. Прекрасно. Не так прочитал. Анимус различает два основных... Отлично. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки в высокой стойке. Хорошо. Кнопка «Ноги» в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Прекрасно. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный, а цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Убийца! Остановите Обратите его! внимание, что значок статуса поменялся на «Обнаружен». А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Вернись сюда! Ты мой! Трус! Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались, но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова.
Верно. Тебе стоит спрятаться. Прекрасно. Воин потерял ваш след. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Отлично. Когда вы анонимны, синхронизация растет, а выполнять задания становится легче. Вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Окей. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Хорошо. Вы полностью синхронизированы, и вам доступна новая возможность «Орлиное зрение». Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Прекрасно. Угу. То есть синие союзники, красные солдаты, цель. Окей. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Так, немножко голос чуть-чуть пониже. Звучок. Чуть-чуть. Вот так вот. Кредо состоит из 3 принципов. Первый – не убивать невинных. Второй – всегда маскироваться. Третий – не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Вы успешно давай. завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Опа. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истина, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы Но это не выполним путь, задание, мой важен путь лучше. результат. Я разведаю путь. Субтитры можно включить, пожалуйста? Угу. Вибрация, фиксация целей. Звук, громкость. Элементы дисплея, значок, GPS. Окей. Да. Окей, ладно. Старайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее.
Угу. Да, управление, конечно, тут... И как тут? Ну, 5. Нажимаю ну 5. Блин, вот управление, конечно, тут. Окей, смотрим. Высокая стойка. Все. Это капец. Пусть оно автоматически переключает. Всё, это я тупанул. Это я не ту эту. Окей. Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле. Его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Альтаир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил 2 правила Кредо. И собираешься нарушить 3-е. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Вот это правильно. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь.
Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Угу, окей, наверх. Вот это паркур. Переход к более позднему участку памяти. Альтаир, ты вернулся. Рауф, Рад видеть тебя невредимым. Задание прошло успешно? повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Так, нам надо дойти до башни. Окей. Ты мой друг? Нет. Ну и отвали. Зачем он делает это? Окей. Мгм, отсюда можно. Все. О чем Красавчик. он только думает? Кажется, я видела все, что можно. Он только что врезался в человека. Ас. Обожаю. Он задумал недоброе. Его нужно остановить, пока он не расшибся. А теперь что он делает? О, да он ничего не видит. Должен прекратить это. Ты не можешь так поступать. Окей, бежим просто по дорожке. Ты чуть не убил меня.
Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание – знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Мгм. Дай. Честь для нас. Куда он пошел? Повелитель ждет. Альтаир, Повелитель. подойди. Расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат? Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Масиаф! Он ищет битвы? Хорошо, мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню, уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Быстро бежим в деревню, сейчас там будет бойня. Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей, займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Так, спрятанный клинок, кулаки, окей. Убейте его! Смерть убийце! Думаешь, сможешь убежать от меня? Не потеряйте его! Не дайте ему оторваться от вас!
сейчас! От тебе не уйти! Пошел! Прочь дороги! Не уйдешь! Прочь дороги! Схватите его! Вот он! Тебе не Ты чё, ну? Я тебя догоню! Вот так вот. Сюда! Он здесь! Давай, давай, давай. Покажи мне, на что ты способен. Я тебя догоню! Так, шумы надо потише сделать. Так, сделаем. Получше. Ты от меня не уйдешь! Вот он! Он здесь! Блин, всех положили. Прекратите битву и возвращайтесь в Масяв! Приказ Аль-Муалима! Перемотка на более поздний участок памяти. Он кого-нибудь с ног собьет. Альтаир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Что-то он казался мне подозрительным типом. Что-то он... Что-то с ним не так. Он зашел за балан. Встань на эту платформу, Альтаир. Угу. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Робер. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо. Смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу!
Окей. Моя нога! Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Так, сюда. Легко. Угу. Назад, воины! Назад! Все, были пацаны, нет. Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. 3 простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку Поразить невиновного. Я знаю. и не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ. Ебать он крыса, конечно. Все сдал, блядь. Иначе я вырву его голыми руками. Таких Второе надо... правило дает нам нашу силу. Скрывайся В первую на очередь. виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братства. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобою, Альтаир. Ну то еще ни за что просто слили. Он
приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди. Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Прикольно. На глазах у пленника. Этому есть название — нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название — это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю сроки, но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лайла? Я знаю, что это случай... Так, интересно, что у него здесь? Камера. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется. Водичка. Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому есть название — нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название — это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю сроки, но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что этот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Так, давайте посмотрим. Помоемся. Дьявол, даже не переодеться. Ну да, согласен. Давайте почитаем. Нельзя даже сесть, понятно. Северная. А сбежать можно? Тоже нельзя. Такое чувство, как будто бы это не настоящий мир. За окном. О, можно, наверное, хакнуть. Да? Тоже нельзя. Что можно сделать? На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Черт, они заперли дверь. Окей, поспим. Что ты встал? Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время.
А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение, а вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Давай, говори, дедок. Опять ложится в этот анимус. Блок памяти 2. Запускайте память. Окей. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких... Да, я это все знаю. Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком, как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет, пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Окей. Потерянное оружие, спрятанный клинок. Клинка нет вообще. Вас понизили рангом. Да кто-то по любасу из своих. Вот этот вот черт, который встречал нас. По любасу это он. А может быть, кстати, вот этот чел, которому руку отрубили. Ой, не отрубили, а ранили. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да, Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да, начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз.
Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Окей. Интересно, куда это он? Ты напугал меня. Наверное, опаздывает. Тебе не стоит делать так еще раз. Как можно быть таким неуклюжим? Он сошел с ума. Зачем он это делает? Ты это видел? Класс. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Корзинщик Масун. принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не иначе в одной из своих же корзин. Окей. Ищем корзинчика. Побежали. Что он делает? Бегу за корзинчиком. Это заметят. Ты не имеешь права так поступать. Короче, рассказываю историю. Пытался заснять Бэтмена. Арkham Knight, который 2014 года или 2015. Выходил в одно время с Ведьмаком. Короче, играл 16 минут, записывал 16 минут. Произошел краш. Короче, посмотрел, что за краш, а он у всех игроков, крашится. Пытался решить эту проблему. Там надо было отключить 2 настройки графики. По итогу мне не помогло. Каждые 16 минут, когда я записываю, оно Если из-за вас крашится. Кувшинов уронит свой груз, Поэтому на время забуду про Бэтмена. Будем сейчас серию ассасинов проходить. Тебе это с рук не сойдет! На помощь! А насчет Спайдермена, это отдельная история. Не знал, что Спудимен на релизе будет такой. Хотя патч вышел на 15 гигов. Просто 15 гигов вышел. 15 гигов патч. Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят.
Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла? Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать, но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Грязный вор, да как ты посмел? Стража на помощь! В сторону! Живо! Тебе не сбежать! Добром это не кончится. Тебе не уйти! Он кого-нибудь убьет. Он должен прекратить это ребячество. Ох, ну и варвары. Неверно! Я тебя поймаю! Умрешь! Ищите его! Я нашел его! Вот он! Не отставайте, не дайте ему уйти! Кто-нибудь видел его? Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Ха! Вот он! Сюда! За ним! От меня не уйдешь! Он здесь! Я вижу его! Все. Навсегда не спрячешься. Расскажешь. Он должен прекратить чертов смутья. Бля. Зачем он делает это? Короче, Спудимен это вообще отдельная история. Повторяюсь еще раз, это 15 гигабайт патч вышел. Думал пофикситься эти фризы, по итогу я пробовал заснять серию. Точнее, не заснять, постримить. Ну, FPS такой же, типа не поменялся. Не знаю, что будет дальше с этой игрой, но пока что я разочарован. Поэтому как-то так. Что это ты делаешь? Вот что бывает, если так я в бегаешь. порядке. Мне просто повезло. Пожалуйста. Грязный воришка! Я покажу тебе, как лазить по карманам! Кошмар какой, могла быть и я. Не Аллах покарает тебя за это. Не убивай меня, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Ты напугал меня.
Ну, стража! Неверно! Опять драка? Это добром не кончится. Ты не сможешь бегать вечно. Я найду тебя. Сюда! Он здесь! Я поймаю. Тебе не скрыться от меня. Все. Ну и шейтан с тобой. Ты проклят Мы Аллахом. нигде не от можем него найти его. скроешься. Как украсть? Вот. Правая рука Shift. Есть. Уходи, я пощажу тебя. Оставь меня в покое ради Аллаха! Грязный вор, да как ты посмел? Стража, на помощь! Блин. Сложная миссия. Когда не играл ни в одну часть. Окей, теперь нажимаешь Shift и что дальше? Зачем он это делал? Осторожнее! Убейте его! Он хочет меня убить! Помогите! Почему они... Ты чё? Тебе не уйти! Быстрей! Быстрей! Как вы его упустили? Сейчас ты умрешь! Как он сбежал? Он точно. Почему? Грязный воришка! Я покажу тебе, как лазить по карманам! Стража, сюда! Очень странный тип. Очень. Я не понимаю, как это проходить. А, это только самое начало. О! Надо было смотреть, Я не куда ожидал идёшь. твоего появления.
Добрый человек, я уже старик. Будь осторожнее. Я что, похож на торговца? Нет. Ну и убирайся. Он слепой. Я знаю, что это я слепой. Он как будто врезался в человека. Слепой, что ли? Что это ты делаешь? Стража! Гнусный и неверный! Я Отрубил прогоню голову. тебя! Все с дороги! Да что вы хотите от меня? Достали уже. Дайте мне спокойно украсть. Ты не сможешь! Давай, давай, удачи. Где он? Не думаю, что мы здесь найдем его. Интересно, никто не пострадал? Ты напугал меня. Уходи-ка, пока я не рассердился на тебя! Уходи, я пощажу тебя. Отлично. Все. Так, бежим дальше. Написан там кулачок. Че, кого-то надо отобить. Пороги между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Ты увидишь, скоро вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге. Пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Так, проследить за оператором. Угу. Избавьте его, пока он не заговорит. Для чего он это делает? О чем он только думает? Окей.
Не надо... Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори и поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Альтаир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Что-то мне кажется, Думаю, это щедрое дедок-то может быть и плохим, оказаться хорошим. Под конец игры, наверное. В Дамаск. Это мое мнение. На черном рынке по имени Тамир. Как оно будет на самом деле, узнаем в конце. О, нашел наш клинок. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Окей. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Я! Я! Великолепно.
Работа мастера. Втыкни в него меч. Понимаю, у тебя много дел. Невежный умрет! Понимаю, у тебя много дел. Ну что же, на этом мы с вами закончим. Продолжим в следующей серии. С вами был Артем. Подписываемся на каналчик. Ставь колокольчик, ставь лайк. Оставляй обязательно комментарий. Ну и приятного последующих просмотров. Всем спасибо. Всем пока-пока.